России по спортивной гимнастике Виктор Британ. И сегодня мы с вами станем свидетелями финальных соревнованиях в многоборье у юниоров, кандидатов и мастеров спорта. Самые крупные соревнования по этим возрастным категориям. Самый серьезный старт. Сейчас на экране мы с вами видим судейскую коллегию. И через несколько минут мы с вами уже будем готовы начать эти соревнования. Напомню, что всю неделю продолжается первенство России среди юниоров, а на следующей неделе в борьбу за титул победителя первенства России вступят девушки, юниорки. Вчера проходили финальные соревнования среди юношей первого спортивного разряда. Определилась тройка призеров. Я готов ее вам объявить. Первое место занял Тимур Шалда из города Москвы. Тимур не первый раз становится победителем первенства России. И в очередной раз Тимур стал обладателем этого титула. Второе место занял Семен Калистратов, представитель Челябинской области. Ваш покорный слуга тоже является представителем города Челябинска. И мне вдвойне приятно объявлять Семена призера первенства России. И третье место занял Баннов Максим, представитель Самарской области. Была плотная борьба за второе и третье место. И вот так вот распределилась тройка победителей и призеров. А сегодня мы с вами будем смотреть уже на более взрослую гимнастику. Ребята 2007-2009 годов рождения, кандидаты и мастера спорта, будут показывать нам уже серьезную взрослую гимнастику. Поэтому будем переживать, болеть за всех спортсменов и пожелаем всем удачи. И, конечно же, обойтись без травм. Соревновательная часть начнется уже через некоторое время. Также хочу сказать, что у нас 40 участников сегодня выйдут побороться за призы. 40 участников и по 6 участников на каждом снаряде. И будет у нас выходной. Это когда много участников. Команды проходят по 7 снарядов, так сказать, один выходной. Обычная стандартная система — это 24 участника в финале многоборья. На первенстве России дается шанс большему количеству спортсменов побороться за медали. Хочу сказать, что более 80 спортсменов в этой возрастной категории проходили квалификацию, и вот 40 сильнейших сегодня мы с вами увидим. Есть одна замена в третьей группе. Зайцев Данил из Республики Татарстан снялся с соревнований, и вместо него будет выступать Скрябин Семен, представитель Новосибирской области. Мы видим, как спортсмены уже выходят на помост. Прекрасный зал, прекрасная атмосфера. В этом зале проходило очень много крупных мероприятий, спортивных соревнований. Всемирная летняя универсиада 2013 года. Множество чемпионатов России.
Отличные условия созданы для того, чтобы росло достойное поколение. Мы видим, что спортсмены готовы, построены. Хочу отметить, что первая команда, которая показала лучшие результаты, первая шестерка, которая показала лучшие результаты по итогам квалификации, начинают как раз-таки с выходного снаряда, то есть они сейчас будут отдыхать, где-то в сторонке разминаться, чтобы не остыть. И со следующего снаряда они уже вступят в борьбу. Сейчас мы можем с вами посмотреть список участников на вольных упражнениях. Следующий снаряд — это конь махи. Также список участников у вас на экране. Хочу поделиться с вами результатами квалификации. Первое место — Акиншин Тимофей. Второе место — Даниил Смирнов. Третье место — брат Тимофея Матвей Акиншин. Четвертое место — Радмир Мусаев. Пятое место — Егор Сизиков. И шестое место — Матвей Урадовских. Конечно, мы сегодня с вами всех увидим, за всеми будем наблюдать. Очень интересно посмотреть на то, что сегодня ребята нам покажут. Смотря на результаты квалификации, на самом деле приятно удивлен. Хорошие оценки, сильные комбинации есть у отдельных гимнастов. Поэтому очень интересно, как сегодня справятся с давлением спортсмены. Сегодня, напоминаю, что начинают спортсмены с нуля, то есть результаты квалификации не учитываются. У вас на экране спортсмены, которые будут выступать на параллельных брусьях. И заключительный вид — это перекладина. Тут 4 спортсмена. На перекладине эта команда из 4 гимнастов будут бороться за право занять как можно более высокую строчку итоговую. Напомню, что завтра у нас соревнования продолжаются. 7 ноября в 12:00 начинаются финальные соревнования в отдельных видах многоборья у юношей и у юниоров. Первые 3 снаряда, вольные упражнения конь и кольца. И также 8 ноября финальный день, заключительный день соревнований первенства России. Также финальные соревнования в отдельных видах: прыжок, брусья и перекладина. Вот такая интересная у нас картинка на всех 6 снарядах. Очень необычно. И достаточно информативно. С нетерпением ждем начала. Также хочу сказать, что можете писать комментарии под трансляцией. Будем все освещать. Все слова поддержки будем передавать спортсменам. Поэтому пишите, не стесняйтесь. Будем рады вашим комментариям. Разминка продолжается. Остается буквально несколько секунд до начала соревнований. Очень здорово, что создаются такие условия, что ребята могут выступать в таких отличных залах на первенстве России. Спасибо Федерации гимнастики России за то, что дают такую возможность спортсменам. Спасибо принимающей стороне, городу Казани, за прекрасную организацию различных спортивных мероприятий. Уже не первый раз, напомню, проводятся соревнования. Поэтому отдельную благодарность организаторам, конечно, мы передаем. Общая картинка зала. Вы можете насладиться ей.
Прекрасные условия. Судьи уже готовы. Спортсмены также готовы. И все готово для начала первого вида гимнастического многоборья. Разминка завершена. И судьи готовы приступить к оцениванию гимнастов. Опорный прыжок. 1,5 сальто вперед с переворота, согнувшись. Базовая оценка не очень высокая, конечно, у этого прыжка, но в целом гимнаст с ней неплохо справляется. И мы с вами перемещаемся на вольное упражнение. Двойное сальто вперед нам спортсмен показал сейчас. 2 винта вперед, элементы группы D. Это Тимофей Шиканов. По короткой линии бланш назад с рандата. Не акробатическая часть. Рандат, фляг, винт. Простая достаточно комбинация. Но пока спортсмен с ней справляется. И концовка. 2 винта назад в доскок. Напомню, что по новым правилам за доскок плюс 1/10 к итоговой оценке. Доскок — это приземление безошибочное, когда спортсмен приземляется и не шагает. Куда же мы переместимся далее? А далее мы перемещаемся на параллельные брусья. Егор Пономарев, представитель Пензенской области. Техничный спортсмен. Под жердями в стойку по прямым рукам. Большой оборот. Прекрасный элемент бавсар с хорошей амплитудой выполнен. Элемент типельт. Видно, как чувствует спортсмен висовые элементы. Оберучный в одну ЖР, тоже сложный элемент, группа D. Подъем вперед. И уже готовится Егор к соскоку. Здесь локти желательно не сгибать и не шагать. За каждые такие движения сбавляют судьи. И Егор справляется со своей программой. Двойное сальто назад, согнувшись. Достойно. Алексей Сергеевич Мамонов, тренер спортсмена, подбадривает гимнаста. Конь махи у нас сейчас. Флоп, русский круг. Стойкли, 2 круга, элементы группы D. Хорошая программа. Пузырев Александр. Проходка Мадер. Сейчас, видимо, будет проходка Шивадо. Да, все так. И остается соскок. Неплохо справляется спортсмен со своей программой. Достаточно сложная комбинация. И от начала и до конца он ее выполняет, за что мы его и благодарим. Мы видим первый комментарий от Ольги Тимченко. Болеем за Шехватова. Пишите в поддержку своих спортсменов, поддерживайте их, мы обязательно все озвучим. Параллельные брусья вновь у нас с вами сейчас. Следующий комментарий. Костромцов всех победит. Семен, представитель города Челябинска. Будем тоже за ним наблюдать. Так, кольца у нас сейчас. Певцаев Кирилл, город Москва. Слышим поддержку трибун. Кирилл у нас является представителем гимнастического клуба «Локомотив», который участвует в гимнастической премьер-лиге. Видели выступление Кирилла за команду. Справляется со своей программой. Были ошибки. Хочется сказать немножко про гимнастическую премьер-лигу. Я думаю, многие за ней следят.
Очень много соревнований проходит. Обширный сезон. Девушки в этом году подключились к соревнованиям. И первый тур прошел 1-2 ноября. На этих выходных у нас целых 7 соревнований в рамках гимнастической премьер-лиги. 4 у мужчин, 3 у женщин. Очень прекрасно проявляет себя этот проект. И много спортсменов задействовано в нем. И также они благодаря этому проекту прогрессируют. Следите за всеми новостями в социальных сетях, в Телеграме и ВКонтакте гимнастической премьер-лиги. Смотрите трансляции, каждые соревнования в прямом эфире показываются, транслируются. Много комментариев у нас пошло. Болеем за Халиляева. Гусаров Арсений, ты победитель. Мы в тебя верим. Из Самары у нас комментарий. Чебоксары вперед. Болеем за Халиляева. Костромцов вперед. Ну, смотрите, активно сегодня у нас зрители. Спасибо вам, что присоединились в будний день, в рабочий день к трансляции, посмотреть на гимнастику, попереживать за своих спортсменов. А сейчас мы с вами на опорном прыжке. Одинцов Никита демонстрирует нам с вами Срандата Цукахара с винтом, прямым телом. И сразу же мы на кольцах. Андраник Нагопетян. Санкт-Петербург. Также представитель команды Таврос города Санкт-Петербург. В гимнастической премьер-лиге участвует спортсмен. Каждую неделю соревнования. И смотрим, в какой форме пребывает Андраник сегодня. Хорошая линия, красивая стойка. Линасон, большой оборот в стойку. Большой оборот назад, чуть-чуть раскачался. А за это будут небольшие сбавки от судей. Выкрут и 2 с 2 соскок группы Е, сложный соскок. Ну, в целом справляется Андраник со своей комбинацией. Доволен спортсмен. Хорошее начало. Будем смотреть далее, как будут протекать соревнования. Поддержка Акиншиных в комментариях Тимофея и Матвея. А мы с вами на параллельных брусьях вновь. Под жердями в упор. Мелков Дмитрий у нас с вами на экране. Достаточно рослый спортсмен. А на вольных упражнениях Валерий Петросян. Хорошая диагональ, винт вперед, в темп, двойное сальто вперед, плюс 1/10 надбавки за соединение. 2 винта вперед, в темп, бланш вперед. Видим, что выходит за линию белую спортсмен, это тоже сбавка, но мы видим, что сложная программа, хорошая программа у Валеры заготовлена. Не акробатический элемент. 3 русских круга, группа С. Хорошую акробатику демонстрирует гимнаст на высокой амплитуде. Рандат фляг 2,5 винта. И, видимо, заключительная диагональ. Будем смотреть. Это двойное сальто назад, согнувшись, элемент группы Д. Многие спортсмены сейчас именно этим элементом заканчивают свою программу, так как его подняли в группе сложности. Раньше это был элемент группы С, сейчас это элемент группы Д. Кольца у нас сейчас очень динамично протекают соревнования. Щербаков Демид, Чувашская республика. На кольцах квалификации Демид получил оценку 11,966 балла. Подъем махом назад, в горизонт, ноги вместе. Достаточно таки видно, что
Владеет силовыми элементами. Элемент крест с упора продемонстрировал Демид. Спичак. Справа мы видим Хусейна Халилова. Новосибирская область. Демид уже заканчивает свою программу, а Хусейн только ее начинает. Смотрим на Демида. Соскок, двойной сальто с винтом. В доскок плюс 1/10. Браво. Перемещаемся на параллельные брусья. Новосибирская область. Элемент типельт. И параллельно перекладина у нас на левом экране. К сожалению, Хусейн допускает падение на соскоке. Пожелаем дальнейших успехов Хусейну. Еще 5 снарядов, нужно реабилитироваться. На перекладине мы с вами видим Валерия Пуговкина. Он сделал уже 2 перелета. Элемент Ковач и Ткачев перелет. Группа Д и группа С, соответственно. Ну, справляется Валерий со своей программой. Молодец, первый вид пройден. Видим, как тренер поддерживает своего гимнаста. И у нас следующий гимнаст — это Егор Суков, Владимирская область. Двойное сальто назад с винтом. Егор 2008 года рождения. В квалификации получил оценку на вольных упражнениях 12,833 тысячных. Винт вперед, двойное сальто вперед. Сложная также программа. 2 винта назад. Здесь можно, конечно, за доскок бороться. Каждая 10-я у нас на счету. На левом экране Максим Погорелов. Оба спортсмена также выступают в гимнастической премьер-лиге. Егор Суков, бланш вперед, 2 винта вперед. А Максим Погорелов эффектно справляется пока со снарядом конь. К сожалению, я сглазил. И Максим допускает падение. А у Егора остается совсем немножко. Не акробатический элемент ласточка. Группа А. И концовка. Двойное сальто назад согнувшись. Блестящий Егор. Хорошая программа. И в целом на хорошем уровне он с ней справляется. Максим Погорелов доделывает свою программу. Майдер, Шивадо, 2 элемента группы Д. И соскок через стойку с одним поворотом на 360 градусов. Есть потенциал в этом видео у гимнаста. Сейчас нам с вами показывают Всеволода Короткова, представителя Владимирской области. Преследуют травмы. Всеволода очень хороший гимнаст. Пожелаем успехов ему. Сейчас посмотрим, в какой форме находится он. Сева получил прекрасную оценку в квалификации. 13,4 балла. Очень хороший балл. Интересно посмотреть на эту программу. Базовая сложность была 4,9 балла. А мы с вами на кольцах сейчас. Вновь на кольцах. Шехватов Михаил. Холма в угол. Немножко ноги упали вниз. Будут сбавки. Миша получил 12 баллов ровно в квалификации. Инновационный Маваки подъемахом назад. В угол, ноги вместе. Спичак, ноги врозь. Здесь нужно стоечку постоять. Большой оборот назад. Выкрут и 2 с 2 соскок. Хороший соскок. Молодец, молодец, Михаил. И Всеволод Коротков. Рамдат фляг 2 с 2. Сложный элемент, но, к сожалению, сразу же падение.
Винт вперед, двойное сальто вперед и второе падение. Как жаль. Так, начинать соревнование. Но нужно бороться до конца. Еще 5 видов впереди. Акробатические элементы. Антон Антонов параллельно на кольцах выходит у нас. Всеволод Бланш вперед, 1,5 винта вперед. И заключительная диагональ у него остается. Всеволод, к сожалению, третье падение. Что-то сегодня совсем не заладилось у него. Программа на вольных упражнениях. Может быть, присутствует какая-то травма. Но 3 падения — это, конечно, много. Антон Антонов. Кольца уже финал программы. Большой оборот назад. И соскок, двойное сальто с винтом. Встает Антон. Тоже выступает за команду «Локомотив» гимнастической премьер-лиги. Поддержка Арсения Гусарова в комментариях. Егора Сукова. Белгород за него болеет и переживает. Первый вид у нас подходит к концу. Еще несколько выступлений. И в борьбу вступит сильнейшая команда, которая заняла в квалификации с 1 по 6 место гимнасты. Напомню, что там Тимофей Акиншин, Даниил Смирнов, Матвей Акиншин, Радмир Мусаев, Егор Сизиков и Матвей Урадовских. Кого нам покажут далее? Вольные упражнения. Гимнаст из Татарстана на своей площадке. Я уверен, что за него много зрителей сейчас переживают, как на трибунах, так и у экранов. Судейский корпус готовится дать старт гимнасту. Большая заминка. Все, старт дан. Вольные упражнения. Рандат фляг. Двойное сальто назад согнувшись. Обычно гимнасты сейчас у нас заканчивают этим элементом, а Айдар Исмагилов начинает с этого элемента. Двойное сальто вперед. 2 элемента группы D. Простая линия, бланш назад. Здесь, конечно, бороться нужно за приземление. Акробатические элементы, 3 русских круга, группа С. Элемент ласточка. Айдар получил 12,466 тысячных в квалификации. Смотрим сегодня, какую он оценку получит. Пока все складывается довольно-таки неплохо. Много ненужных шагов было сделано, конечно, но в целом хорошая акробатика на достойной высоте. И у нас все готово к тому, чтобы мы с вами смогли плавно переместиться на второй снаряд. Сможем в повторе понаблюдать выступление гимнастов, насладиться их работой. У нас есть несколько минут, пока спортсмены разминаются на втором снаряде. Вы можете понаблюдать за повтором.
Мы с вами можем понаблюдать за оценками после первого вида. Видим, что возглавляет пока Валерий Петросян турнирную таблицу. Но напомню, что шестерка сильнейших спортсменов еще не вступила в борьбу. Только сейчас они выйдут на вольные упражнения. Поэтому пока что можно слишком не заострять внимание на этом. И как раз таки вот она, сильнейшая команда. Это шестерка, которая начнет с вольных упражнений свой путь сегодня. Стартовый лист на снаряде «Конь». Все спортсмены у нас на слуху. Будет интересно, что же они нам продемонстрируют. Стартовый лист на снаряде «Кольца». Далее перемещаемся на опорный прыжок. Сейчас у нас первая команда заходит, только начинает свои соревнования. Команда, которая у нас выступала на перекладине, как раз-таки перемещается на выходной, так сказать, выходной снаряд. Вот. Поэтому кто после перекладины, у всех команд будет выходной. Они будут смотреть, как их соперники выступают, и параллельно сами себя разминать, поддерживать, так как нужно будет дальше соревноваться. У нас остается совсем немного. Некоторые мгновения, и после этого мы с вами начнем, точнее продолжим наши соревнования. Сегодня финал, сегодня будут разыграны медали в личном многоборье. Как мы знаем, на пьедестале всего 3 места, а целых 40 спортсменов сегодня претендуют на то, чтобы взойти на этот пьедестал. Ребята помладше пришли поболеть за спортсменов. Те, которые выступали вчера по первому спортивному разряду. Дружеская атмосфера. Мы видим, что ребята общаются друг с другом. Хорошее настроение у всех. Разминка подходит к концу, и судьи уже готовятся вызвать первых спортсменов на снаряд. Также хочется сказать, что вот эти спортсмены, которые у нас сегодня выступают, уже совсем скоро перейдут во взрослую гимнастику. Они уже готовятся к этому. Поэтому сегодня мы с вами увидим хороший уровень. А на экране Матвей Занин, Республика Татарстан. На домашней арене выступает Матвей. Мы знаем его как прекрасного многоборца. А на левом экране Егор Сизиков, представитель Тюменской области. Винт вперед, двойное сальто вперед.
Хорошая связка. В квалификации Егор получил 13 баллов ровно. Двойной сальто назад согнувшись. К сожалению, выход за ковер. И, к сожалению, для Матвея Занина и всего Татарстана он допускает падение. Матвей получил 13-233 в квалификации. Блестящий результат. Но, к сожалению, сегодня такой результат не покорится уже, так как было допущено обидное, досадное падение. Видим хорошую линию у Матвея. Хороший круг у него. Есть потенциал на этом виде. А Егор, заключительная связка. Рандат, фляг, 2 винта. Справляется Егор Сизиков без падений, без грубых ошибок. Хороший старт для него. И следующий Андраник Нагапетян. Мы с вами сегодня уже его видели на кольцах. Простой прыжок с рандата. 1 винт. И был выход за линию. Дополнительную сбавку получит, к сожалению, Андраник. Как раз таки за Егора были комментарии в поддержку. Комментарии в поддержку Егора Пономарева. Валерий Петросян на снаряде «Конь». На вольных он нас приятно удивил сегодня. На коне в квалификации получил невысокую оценку 11,733 балла. Посмотрим, что будет сегодня. Хорошая сложность, хорошие элементы у Валерия. Магер Шивадо и соскок. Но объективно сегодня Валерий Петросян получит больше, чем в квалификации. Молодец. Непростой снаряд для многих спортсменов. Нервный снаряд, на котором допускается много падений. Но если гимнаст с ним справляется, как правило, потом все получается. Мы видим, спортсмен выполнил свою программу на брусьях параллельных. Доволен, тренер доволен. Давай, Миша! А мы с вами на опорном прыжке. Шехватов Михаил. Санкт-Петербург. Такой же прыжок, как у Андраника Нагапетяна. Так, а вот вольное упражнение. Радмир Мусаев, прекрасный исполнитель. Давайте понаблюдаем за Радмиром. Бланш вперед. Двойное сальто вперед. Согнувшись. Очень трудную акробатику умеет демонстрировать Радмир. 3 винта по короткой линии. Мы видели, как гимнасты 2 винта выполняют у нас сегодня. Сегодня Радмир выполняет 3 винта. В квалификации Радмир показал результат 13,566 балла. Винт вперед. Двойной сальто вперед. Связка. Не хватает сегодня ковра Радмиру. Очень заряжен. И сложнейшая концовка. Двойное сальто назад с винтом в полугруппировке. Плюс 1/10 за доскок. Не увидели мы с вами, к сожалению, первую диагональ. Будем надеяться, что Радмир с ней справился. А на коне, к сожалению, Егор Суков, мы видели, что допустил падение. А вот на экране у нас Семен Костромцов. Много комментариев в ее поддержку было. Артем Власович, представитель Московской области, в частности города Звенигорода. Выполняет опорный прыжок. Цукахара с винтом. Интересно будет посмотреть, засчитают ли доскок судьи Артему.
В целом прыжок выполнен очень достойно. Если будет доскок засчитан, то плюс 1/10 к итоговой оценке. Молодец, Артем. Пожелаем дальнейших успехов сегодня и пройти без падений. Хусейн Халилов на перекладине, Новосибирская область. Помним, что сегодня уже на брусьях, к сожалению, на соскоке допустил падение Хусейн. Смотрим на его перекладину. Элемент Адлер, итальянский оборот, русский оборот с скрученными плечами. Элемент Энда, группа Б. В квалификации 11 баллов, 1/10 была у Хусейна. И соскок, двойное сальто. 2 бланша с винтом. По-простому, да. Смотрим на Всеволода Короткова. Посмотрим, сможет ли он справиться и реабилитироваться за вольное упражнение, где было допущено целых 3 падения. Были травмы у Севы. Давай, Сева, к сожалению, и на коне также обидное падение. Собирайся, Всеволод. Вольное упражнение. Один из братьев Акиньшиных, прошу прощения, не могу их различить. Первая связка 2 бланша назад. Это Матвей Акиньшин. Хорошая, сложнейшая программа. Матвей в квалификации 12,8 получил оценку, но думаю, что он может зарабатывать более высокий балл. 2 винта вперед. Три русских круга. Группа С. Будет интересно понаблюдать, как два брата-близнеца будут бороться за пьедестал. Хорошую программу оба брата показывают. И концовка, двойное сальто назад согнувшись. В целом блестяще, блестяще. Матвей. Хорошее начало. Достойно справляется. И начинает эти соревнования. Александр Брюханский на перекладине. Выводящий тренер Скляров Евгений Юрьевич. Представители города Москва. Саша очень вырос за последнее время. Тоже демонстрирует неплохие программы. Перелет Ткачева. Группа С. Вот это эффектные чешские обороты. Штальдер, ноги вместе, Штальдер, ноги врозь. Группа С и группа Б соответственно. И соскок. Двойное сальто с винтом, прямым телом. Ну, как будто бы был доскок, да. В полете согнулся спортсмен. Будут сбавки, но в целом комбинацию выполнил достойно. Сейчас у нас на кольцах представитель Владимирской гимнастической школы Дмитрий Суходольский. Чисто пока ведет Дима свою программу. Хорошая стойка. Мы видим, что на троса не опирается гимнаст. Большой оборот вперед плавно. Выполняет все элементы. Большой оборот назад. Мы видим минимум раскачивания. Это хороший признак. И соскок. Двойное сальто назад с двумя винтами в полугруппировке. Ну, слушайте, прекрасно, прекрасно. Дмитрий Суходольский справляется в квалификации 12,2 балла. С хорошей стороны себя проявил сегодня Дмитрий на кольцах. Савелий Саурин на экране готовится выполнить свой снаряд, свой подход. А на экране нам показывают Айдара Исмагилова, спортсмена из республики Татарстан, хозяин площадки. Видим хорошую посадку. Видим, как парит над конем спортсмен.
Как оттянуты ноги у гимнаста, вы можете посмотреть невооруженным взглядом. Видно, даже если вы не разбираетесь в спортивной гимнастике, видно, как красиво смотрится гимнаст на снаряде конь. От начала и до конца справляется Айдар со своей программой. 13,2 в квалификации он получил с базовой сложностью 4,1 балла. Это очень достойный результат. Думаю, что сегодня будет примерно плюс-минус такая же оценка. Стабильно, значит, выполняет гимнаст этот снаряд. Тимофей Шиканов, Кемеровская область. Тоже хорошая программа. Высокий, рослый спортсмен. Тоже смотрится на этом виде. В квалификации 12,466. Ну, молодец, молодец, Тимофей. А мы с вами смотрим на Даниила Смирнова. Спортсмен владеет прекрасными программами. Мы видим начало, 2 сальта с 2 винтами в полугруппировке. Можете понаблюдать за высотой исполнения акробатических элементов. Даниил неоднократный победитель первенства России. В квалификации занял 2-е место промежуточное. 13,3 в квалификации была оценка Даниила, представитель города Санкт-Петербург. Следующая диагональ, 2,5 винта в темп-бланш вперед. Мы видим, одной ногой зашел за линию. Это дополнительная 1/10 сбавки. И концовка. Двойное сальто назад с винтом в полугруппировке. Боролся, очень боролся за безошибочное приземление Даниил. Но посмотрим, как судьи расценят. Пятка поднялась на приземлении. Скорее всего, доскока не будет, но в целом прекрасно справился со своей программой Даниил. А мы с вами встречаем Тимофея Акиншина, брата-близнеца Матвея. Сложнейшее начало, 2 бланша с винтом. Винт, двойное сальто вперед. Уже мужская гимнастика, мужская программа, взрослая программа. 3 винта назад по короткой линии. Братья Акиншин добавляют от старта к старту. Хорошие комбинации демонстрируют. 2,5 винта в темп-бланш вперед. Неакробатические элементы. 3 русских круга. А на брусьях Назаров Артем. Параллельно вы можете посмотреть на спортсмена. Тимофей заканчивает элементом двойное сальто назад, согнувшись. Достойно, очень достойно справился Тимофей. 13,266 в квалификации была оценка. Думаю, что сегодня он способен показать даже более высший окончательный результат. Пока у нас лидеры идут без падений, справляются со своей программой. Остается несколько выступлений, после которых мы с вами сможем перейти на 3-й вид гимнастического многоборья. Спортсмен из Новосибирской области Скрябин Семен. Как раз-таки Семен зашел как запасной спортсмен вместо Зайцева Даниила. Даниил снялся с соревнований, и Семен вместо него сегодня получает шанс выступить в финале многоборья. И насон Ямаваки, подъем махом назад в угол вне.
Большой оборот. Немножко раскачался спортсмен. И соскок. Смотрим на соскок. Тройное сальто назад. Ох, удивил нас спортсмен. Молодец, Семен. Сложнейший соскок и блестяще с ним справляется. И следующий гимнаст на вольных упражнениях у Радовских Матвей. Блестящий исполнитель именно в вольных упражнениях. Вы можете также посмотреть на высоту выполнения элементов. Тоже не хватает ковра сегодня Матвею. Но акробатика очень достойная, взрослая. Есть огромный потенциал на этом снаряде у Матвея. Двойное сальто назад с винтом в полугруппировке. Очень радуют нас спортсмены тем, что они добавляют в свои программы сложнейшие элементы, не стесняются, не боятся, рискуют. 2,5 винта в темп-бланш вперед. И остается заключительная диагональ. Рандат, фляг, 2 бланша. Ну, здорово, здорово, Матвей справился, молодец. Реут Константин Эдуардович, тренер гимнаста. Очень сложная программа. Интересно понаблюдать за окончательной оценкой. В квалификации была оценка 13,6 балла. Насколько я понимаю, это самый высший балл из всех участников. Ну что ж, второй вид у нас подошел к концу. Сейчас мы можем с вами понаблюдать за повторами. И через несколько минут мы с вами вернемся, чтобы продолжить наши соревнования. Третий вид уже у нас. Скоротечные соревнования протекают. Поэтому не отключайтесь. Вернемся через несколько минут. Промежуточные результаты после 2 снарядов. Но также хочу заметить, что сильнейшая команда сделала только 1 снаряд, а другие гимнасты уже 2 снаряда прошли. Поэтому пока мы можем тоже не смотреть на эти результаты. Но мы вам обязательно объявим окончательный итог после всех выступлений. Стартовый лист на снаряде «Конь». Сильнейшая команда. Продемонстрирует нам упражнение на этом коварном снаряде. Кольца. Также список спортсменов, которые выйдут. И их порядок выхода на снаряд.
Опорный прыжок. Напомню, что завтра, уже завтра у нас соревнования продолжаются. Финалы в отдельных видах. Вольный конь кольца. Обязательно подключайтесь к трансляциям. 12:00 начало. И в это же время, 8 ноября, заключительный день первенства России. Финальные соревнования в отдельных видах на опорном прыжке, параллельных брусьях и перекладине. Остается совсем чуть-чуть, и мы с вами возвращаемся к соревновательной части на третьем снаряде. Хочется сказать, что сейчас сильнейшая команда у нас переходит на снаряд конь. Я смотрю оценки, и невероятный результат в 13,9 балла показал Даниил Смирнов с базовой сложностью 5,3 балла. Это просто супер сложнейшая комбинация, с которой можно конкурировать уже на взрослых чемпионатах России. Пожелаем Даниилу удачи. И сегодня, ну, конечно же, всем спортсменам будем желать удачи. Разминка подходит к концу. Считанные мгновения. Гимнасты уже готовы к своему выходу. Размялись и ожидают вызова от судьи. Напомню, что сегодня 40 спортсменов у нас выступают из разных регионов нашей родины. Хорошие составы, прекрасные комбинации. И мы начинаем третий снаряд. Радмир Мусаев, снаряд конь и кольца Валерий Петросян. Два отличных гимнаста. Радмир Мусаев, элемент сон. Мы видим прекрасную сложность, демонстрирует Радмир. Добавил на этом видео. Мы видим, как амплитудно и быстро вращается Радмир на этом снаряде. И справляется. Молодец, Радмир. Зал взрывается. Мы слышим поддержку трибун. Браво. И Валерий Петросян доделывает свою программу. Двойное сальто назад с двумя винтами. Немножечко нашагал, но программа в целом тоже выполнена. Радмир в квалификации на коне получил 13 баллов ровно. А Валерий Петросян на кольцах получил низкий балл в квалификации, 10,766 тысячных. Думаю, что сегодня оценка будет выше. Сагитов Ринат на перекладине. Начинает с элемента Ткачева ноги врозь, элемент группы С. Вертушка, группа Б. Представители Республики Татарстан, тоже хозяин площадки. И соскок. 2 с 2. Ну, молодец, Ринат, порадовал публику. В квалификации невысокий балл был, 10,866. Но сегодня постарался, мы видим, что доволен спортсмен. Молодец. Следующий на коня у нас выйдет Матвей Акиньшин. Но пока мы перемещаемся на опорный прыжок. Спортсмен из города Владимир.
Владимирской области. 2 винта с рандата. Браво. Так, а Матвей Акиншин начинает всю программу. Тоже очень трудные элементы демонстрирует нам Матвей. Вытаскивает Матвей. Ну вот это вы видите, как спортсмен борется просто с мертвых положений, вытаскивает. Конечно, будут сбавки и, к сожалению, падение. Очень боролся Матвей, но упал. И его сокомандник Егор Суков сейчас на кольцах. Янасон Ямаваки, подъем махом назад. У Егора пока все получается. Матвей будет заканчивать свою программу. Оставался только соскок. Он его выполняет. Но было падение. К сожалению, оценка будет низкая. А Егор Суков сейчас у нас на кольцах готовится к соскоку. Посмотрим на его соскок. Тройное сальто назад. Браво! Мы видим, что спортсмены не боятся, рискуют и выполняют сложнейшие соскоки. Ну, за это отдельная благодарность и всем тренерам, и спортсменам, за то, что демонстрируют по-настоящему сложнейшие элементы, сложнейшую гимнастику, на которую на самом деле приятно посмотреть. Опорный прыжок у нас на очереди. Семен Скрябин. Бахара с винтом прямым телом. Напомню, что этот спортсмен у нас зашел выступать, потому что у нас отказался от выступлений Зайцев Данил. Валерий Пуговкин. Вольные упражнения. Город Санкт-Петербург. Бланш вперед. Двойной сальто вперед. Начало. Темповое сальто 2,5 винта назад. Бланш назад по короткой линии. Высокий угол. Эти элементы необходимо фиксировать 3 секунды. Следующая связка. Рандат фляг. 2 винта. Доскок. Плюс 1/10 оценки. Ну, молодец, Валерий. Тренер доволен. Есть, конечно, ошибки, но в целом без грубых сбоев справился гимнаст. Следующий на очереди у нас параллельные брусья. Михаил Шахватов. Слышим поддержку с трибун. За Мишу много болеют. Из города Санкт-Петербург Михаил. В квалификации совсем ему не задались брусья. 9,6 баллов всего лишь. Низкая оценка. Но сегодня будем надеяться, что все получится. А я вам напоминаю, что вы можете писать комментарии, задавать вопросы. Мы на все ответим. К сожалению, Михаил допускает падение на соскоке. Двойной сальто назад согнувшись. Всеволод Коротков. Ну, Сева, давай. Третий снаряд, третий шанс. Нужно реабилитироваться и показать все, на что ты способен. Видим, что здесь локти сгибает гимнаст. За это будут, конечно, сбавки. Большой оборот вперед. Большой оборот назад. Тимофей Акиншин на коне.
Даниил Смирнов. Я сегодня уже говорил, что сложнейшая, невероятно сложная программа у Даниила. Давайте пожелаем ему удачи и просто посмотрим на его комбинацию. Давай, терпи. Давай, К сожалению, ошибка была допущена на соскоке. Вся программа была выполнена от начала и до конца. Мы видели сложнейшие элементы. Но, к сожалению, на соскоке была допущена ошибка при повороте. Спрыгнул Даниил, не довернул поворот. Конечно, оценка будет не такая, как в квалификации. В квалификации 13,9 была оценка, невероятная сложность, невероятная окончательная оценка. А сейчас Матвей Уродовских. Сегодня Матвея нам с вами показывали на вольных упражнениях. Мы любовались на его акробатику. Сейчас конь махи мы видим. Конечно, по своей структуре тяжеловато для Матвея этот снаряд, но он хорошие элементы нам демонстрирует. Пока делает Матвей и заканчивает. И получается программа у Матвея Уродовского. Были ошибки, но справился. Напоминаю, что 6 снарядов у мужчин, и по сумме этих 6 снарядов складывается итоговый результат. На экране Савелий Саурин, представитель Тюменской области, готовится к своему подходу на перекладину. Савелий хороший специалист в этом виде. Мы его видели уже на пьедестале первенства России на этом виде. Алексей Яблочкин, тренер гимнаста. Савелий владеет сложными элементами. Посмотрим. Элемент Кольман, перелет Кольмана, группа Е. Элемент Ковач, молодец Савелий. Сложнейшие перелеты. Перелет Ткачева, Штальдер. Штальдер ноги вместе. И остается только соскок. Два с двумя. Ну, нашагал Савелий. Но от начала и до конца справился. Все перелеты взялся на прямые руки. За приземление нужно было побороться немножко. Это Егор Сизиков. Также представитель Тюменской области. Сизиков Егор. Хорошо смотрится Егор на этом снаряде. Разлетаются ноги. Судьи все видят. 12,633 в квалификации была оценка. И концовка. Справляется Егор. Несложный соскок, но без падений. Самое главное. Можно продолжать борьбу. Даже нужно продолжать борьбу за медали. Шиканов Тимофей. На всех снарядах нам показывают Тимофея. Посмотрим, что на кольцах он нам сегодня покажет. Квалификация, оценка 11,5 балла. Раскачался Тимофей здесь после выполнения оборота. И соскок двойное сальто назад с винтом. Справился, не сложная программа, но от начала и до конца выполнена достойно. Назаров Артем, Калининградская область. Посмотрим на программу Артема.
2010 года рождения, один из самых юных спортсменов, которые сегодня принимают участие. Как старается гимнаст, хорошая техника. Квалификация, оценка 11,966 балла. Ну, молодец, Артем. Видно, что есть потенциал. А самое главное, что смотрится очень красиво гимнаст на снаряде. Кирилл Певцаев, город Москва, параллельные брусья. Элемент Типпельт. Оберучный. Элемент Хейли. Видим, применяет силу гимнаст, но вытаскивает себя в стойку и продолжает программу. Будут сбавки, но это не падение. Диамидовский оборот. И двойное сальто назад, согнувшись. Кирилл справляется, да. Вытащил несколько элементов, но от начала до конца справился. Матвея Занина нам показывают. Он готовится выйти на кольца, чтобы выполнить свою программу. Тренер Курмангалин Радик Батырович. Личный тренер недавнего триумфатора Даниэла Маринова. Напоминаем, что Даниэл завоевал бронзовую медаль на недавнем чемпионате мира. В финале на параллельных брусьях. Мы еще раз все вместе поздравляем Даниэла и его тренеров, его близких, родных. Это блестящий результат. Впервые выехал на международные соревнования Даниэл. И сразу же медаль. То ли еще будет. Гирев Макар на перекладине. Занин Матвей на кольцах. Два висовых снаряда у нас. Два гимнаста. Занин Матвей в квалификации 12,566 балла. Винасон Ямаваки. Оборот. Прямые локти, не опирается на троса и не шатается. Минимум сбавок. И двойное сальто с двумя винтами. Два спортсмена справились со своей программой. И Макар, и Матвей. Молодцы, ребята. Третий вид гимнастического многоборья подошел к концу. Все спортсмены выступили, продемонстрировали свое мастерство. Небольшой перерыв. Сейчас нам включат повторы. Наслаждайтесь и включимся в эфир через несколько минут. Результаты после 3 снарядов. Еще раз напоминаю, что сильнейшая группа прошла только 2 снаряда.
А здесь на экране у нас результаты после 3 видов. Все потому, что у нас сильнейшая команда начинала с выходного снаряда. Делитесь своими впечатлениями в комментариях. Мы видим, что просят показать Семена Костромцова. Мы обязательно передаем вашу просьбу. Ну, также можете поделиться своими впечатлениями о трансляции, о выступлениях гимнастов. Может быть, вы уже можете спрогнозировать тройку победителей и призеров сегодняшних соревнований. Остается совсем чуть-чуть, и мы приступим к 4-му снаряду. Мне передают, что сейчас у команды, где Семен Костромцов, выходной, поэтому после выходного обязательно Семена покажут. Нерв нарастает, остается уже не так много снарядов, и каждая ошибка на счету, каждая десятая может решить исход сегодняшних соревнований. Сейчас сильнейшая группа у нас переместится на кольца. Можете ознакомиться с порядком выхода гимнастов на параллельные брусья. Порядок выхода гимнастов на перекладине. Порядок выхода на вольных упражнениях. Мы видим, что первый прогноз у нас поступает. Очень интересно, сбудется он ли или нет. Кирилл Игнатенков нам пишет. Я знаю, что Кирилл опытный судья и разбирается в гимнастике. Посмотрим, сбудется ли его прогноз. У нас все готово к старту следующего вида. Разминка подходит к концу. Разминка завершена. И судьи готовы вызвать первых гимнастов на 4-м снаряде. Общий план у нас пока сейчас. Смотрим, что прыжок уже гимнаст выполнил. Опорный прыжок. А сейчас мы с вами смотрим, что Матвей Акиньшин готовится выйти на кольца.
Егор Суков, Владимирская область, город Владимир. Родился и вырос в городе Белгород, гимнаст. Цукахара с винтом. Стандартный прыжок для сегодняшних соревнований. А сейчас Матвей Акиншин. Внимание. Минасон Ямаваки. Подъем махом назад в угол вне. Плавно выполняет все элементы Матвей. Квалификация оценка была 12,533 тысячных. На техническую оценку 9 баллов 33 тысячных. Блестящую технику продемонстрировал Матвей. И сегодня, чуть-чуть подскочил, близок был к доскоку Матвей, но в целом все получилось. Всеволод Коротков, 2 винта с Цукахары. Один из первых исполнителей сегодня, кто показал более сложный прыжок. 4,4 балла. Базовая сложность данного прыжка. Ну, может быть, у Всеволода после этого снаряда начнется белая полоса, и он оставшиеся снаряды нам тоже хорошо продемонстрирует. Следующий гимнаст у нас хозяин площадки Айдар Исмагилов. Сегодня мы его много раз уже с вами видели. На опорном прыжке в квалификации он показал 12,766 тысячных балла. А мы перемещаемся на снаряд конь. Валерий Пуговкин начинает свою программу. Обычное скрещение, группа А, начало. Стойкли, группа Д, чешский круг. Остаются проходки и соскок. К сожалению, Валерий допускает падение. Айдар Исмагилов остается на ногах, но много сбавок получит за большие шаги на приземлении. Базовая сложность прыжка 4,4 балла. Вижу комментарий в мою сторону. Спасибо большое. Мне очень приятно читать эти слова. Будем стараться как можно более информативнее вести наши репортажи, чтобы каждый зритель мог погрузиться в атмосферу спортивной гимнастики, узнать какие-то тонкости, нюансы этого непростого вида спорта. Поэтому оставайтесь с нами, следите за новостями, а также присоединяйтесь ко всем трансляциям. К сожалению, так, мы видим Даниила Смирнова на кольцах. Немножко не понял, что это забыл соскок у него. Нужно будет обязательно узнать. Валерий Пуговкин завершает свою программу. Были падения. Тимофей Шиканов, опорный прыжок. Цукахара с винтом, прямым телом. Много раз мы сегодня с вами уже видели данный прыжок. В квалификации Тимофей получил оценку 12 баллов ровно. 3,6 балла базовая сложность этого прыжка. Тимофея Акиншина нам с вами показывают на экране. В хорошем расположении духа гимнаст. Это радует. Дмитрий Ефимов на экране у нас из Нижегородской области, спортсмен. Я получил информацию, что у Даниила Смирнова присутствует небольшая травма. Позже поподробнее уточним. Будем надеяться, что ничего серьезного. И, конечно же, пожелаем Даниилу здоровья, здоровья, еще раз здоровья. И перемещаемся на снаряд конь. Дмитрий Ефимов, Нижегородская область. К сожалению, падение на проходке Шивадо допускает гимнаст.
Максим Погорелов, параллельные брусья, представитель города Москва. Также участвует в гимнастической премьер-лиге гимнаст. Набирается опыта именно там. Сложнейший элемент был Макуц выполнен. Группа Е. Элемент Хейли. Хорошая линия. Хорошая стойка у Максима. Диамидовский оборот. Диамидовский на 540. Хороший набор элементов демонстрирует Максим. Остается, видимо, только соскок. И соскок. Справляется с соскоком Максим. Доволен. Браво. Валерий Петросян на опорном прыжке. Блестящий Валерий. Сложнейший прыжок для первенства России. 2,5 винта с Касамацу. Я думаю, что это один из самых сложных опорных прыжков, которые мы сегодня с вами увидим. 4,8 балла. Браво. Браво, Валерий. 12,766 база получил оценку в квалификации. Валерий сегодня будет намного выше. И мы с вами перемещаемся на кольца. Тимофей Акиньшин. Брата-близнеца мы видели с вами уже сегодня. У меня появилась информация, что у Даниила Смирнова небольшое повреждение, связанное со спиной. Будем надеяться, что Даниил сможет продолжить соревнования сегодняшние, потому что это настоящий мастер. И, конечно, хотелось бы увидеть, и не раз увидеть спортсмена. Тройное сальто назад в группировке. Тимофей Акиньшин. Браво. Справляется со своей программой. Пока от начала и до конца он выполняет все свои снаряды. Напомню, что это лидер квалификации. Экватор соревнований для этой команды тоже подходит уже к концу. 3 снаряда для них и 4 снаряда для оставшихся команд. Халялиев Эльдар. Халиляев Эльдар, прошу прощения. На снаряде конь выполняет всю программу. И соскок. С трудом его выполняет, но возможно его не засчитают, потому что когда применяется сила и силой спортсмен ноги в стойку вытаскивает, это, как правило, не считается соскок. Нужно как можно быстрее вылетать в стойку. Авласович Артем, город Звенигород, Московская область, перекладина. Внимание. Выводящий тренер Стадник Александр Игоревич. К сожалению, для Артема падение. Я думаю, что вся Московская область, весь Звенигород сейчас смотрит эту трансляцию и переживает за Артема. Артем, соберись, обязательно нужно доделать до конца свою программу. Нельзя расслабляться. Будет ли повторять элемент? Нет, к сожалению, не повторяет элемент. Перелет. Чешские обороты Артем Авласович нам демонстрирует на хорошем уровне. И соскок. Двойной бланш. Выполнен в доскок, но в конце все-таки шагнул Артем. Так, вольные упражнения и кольца у нас сейчас на экране. На кольцах Матвей Уродовских. Тоже хороший исполнитель на этом снаряде. Тоже выполняет сложнейший соскок. Посмотрим сегодня, покажет ли он нам его. Здесь немного сгибает локти Матвей. Большой оборот назад. Раскачался Матвей. И тройное сальто назад. Очень легко, по ощущениям, легко смотрится этот соскок от Матвея Уродовского. На самом деле, это, конечно, элемент невероятной сложности. В квалификации Матвей получил оценку 11,633 тысячных. Видимо, было падение.
Ну, сегодня оценка будет выше. Параллельные брусья. Александр Пузырев демонстрирует нам. Из Чувашской республики. 11,433 тысячных в квалификации. И соскок, двойное сальто в группировке. Несложный соскок, но выполнен без ошибок. Молодец, Александр. Представитель Пензенской области. Пономарев Егор готовится к своему выходу. Сизиков Егор из Тюменской области в сильнейшей команде. Напоминаю, он сегодня идет. А нам показывают Кирилла Певцаева, город Москва. Посмотрим на программу. Элемент Адлер, группа С. Адлер на 180. Есть небольшие ошибки. И вот этот эффектный перелет Пиати с закладки, перелет Ткачева. Обычный перелет Ткачева и связка. Очень необычно. Ткачев в Гингер, перелет Гингера. Алексей Немов выполнял такие связки. Но на сегодняшний день мало и таких исполнителей. Кирилл сегодня нас приятно удивил. Были, да, ошибки по программе, но за вот эту связку из перелетов, как говорится, отдельный респект. За то, что рискуют, не боятся и тренер, и гимнаст выполнять такие элементы. Егор Сизиков также справляется со своей программой на кольцах. Завершает со скоком двойной сальто назад в полугруппировке с винтом. В доскок заработает плюс 1/10. А Егор Пономарев все еще ждет своего выхода. Видимо, судьи еще подсчитывают окончательную оценку предыдущему гимнасту и не дают старт следующему. Радмир Мусаев. Но все же Егор Пономарев выходит на помост и начинает свои вольные упражнения. Рандат, фляг, двойное сальто назад, согнувшись. Бланш вперед, винт вперед. Несложная диагональ. Два винта назад по короткой линии. Группа С. Акробатические элементы. Высокий угол. И 2,5 винта назад. Справляется Егор со своей программой. Мы с вами перемещаемся на кольца. Радмир Мусаев. Силовой элемент. Подъем махом назад в горизонт, ноги вместе. Радмир в квалификации при базовой сложности 4,4 получил 12,3. Я думаю, что по силам более высокий результат показывать Радмиру. Посмотрим, что будет сегодня. Пока все идет неплохо. И остается соскок. Сложнейший соскок. Мы слышим, как зал просто взрывается. Два бланша с двумя винтами в доскок. Вот это настоящий уровень. Не часто на
взрослых соревнованиях увидишь такие соскоки, а здесь на первенстве России мы видим, как гимнасты демонстрируют невероятные элементы. Андраник Нагопетян на перекладине. Перелет Ткачева. Адлер. Элемент энда. Группа Б. Штальдер. Также группа Б. И остается соскок. И соскок простой. Соскок группы С. Ну, в целом справляется Андраник со своей программой. Следующий гимнаст. Кого же нам покажут сегодня? Параллельные брусья. Готовятся выполнить Коротков Всеволод. А мы с вами перемещаемся на вольное упражнение. Коновалов Егор. С двойного сальто вперед начинает Егор. Винт задняя, группа Д элемент. Егор из Удмуртской республики. 2 винта назад. В квалификации была оценка 12,533 тысячных. Средний результат, хороший результат. И, к сожалению, здесь падение на двойном сальто. Назад согнувшись, рано раскрылся спортсмен и не докрутил. Заключительная диагональ, 2,5 винта назад. Да, досадное падение. Спортсмен разочарован. Но не нужно расстраиваться, нужно идти дальше. Есть еще сегодня выходы, есть шанс проявить себя. Соревновательная часть на 4-м виде гимнастического многоборья подошла к концу. Уже незаметно мы подходим с вами к концовке. Уже вторая половина соревнований у нас проходит. Можете посмотреть на повторы. И через некоторое время мы вернемся и продолжим наши соревнования.
Возвращаемся с вами на арену в город Казань, Федеральный спортивно-тренировочный центр гимнастики. Сегодня мы с вами становимся свидетелями финала многоборья у юниоров. Сегодня мы узнаем победителя первенства России в абсолютном первенстве. Остается совсем немного. Порядок выхода на опорном прыжке вы могли сейчас наблюдать на экране. Порядок выхода спортсменов на параллельных брусьях. Перекладина. Порядок выхода спортсменов. В 5 командах по 6 спортсменов. Прошу прощения, в 6 командах по 6 спортсменов у нас принимают сегодня участие. И в одной команде 4 гимнаста. Всего 40 гимнастов выступает сегодня, демонстрирует свое мастерство. Порядок выхода на вольных упражнениях. Разминка подходит к концу. Гимнасты готовы выйти на помост, а судьи готовы оценить выступление спортсменов. Вот как раз таки команда из 4 гимнастов в усеченном составе. Остаются считанные секунды. Разминка подошла к концу. Даниил Смирнов. Два винта. Знаем, что более сложные прыжки умеет выполнять Даниил, но травма, к сожалению, травма не позволяет. И по многочисленным просьбам Семен Костромцов на ваших экранах. Вольные упражнения. Как раз таки Семен неплохо владеет акробатикой. Пока все у Семена получается. 3 винта. Еще одна. Диагональ остается на опорном прыжке Тимофей Киншин. Посмотрите на его прыжок. Сукахары 2,5 сальто. Согнувшись. Невероятно сложный прыжок. Прыжок, с которым завоевываются медали на различных крупных международных стартах. Браво, Тимофей. Это самый сложный прыжок, который сегодня мы с вами сможем увидеть. А Семен Костромцов завершает также свою программу. В квалификации Тимофей Киншин получил 14 баллов 66 тысячных. Это невероятно высокий результат. Самый большой результат, самый высокий балл из всех участников
Базовая сложность такого прыжка 5,2 балла. Браво. Первый раз как раз-таки Тимофей выполнил этот прыжок в конце октября на жесткую опору в рамках гимнастической премьер-лиги и удачно справился с ним. Как раз-таки подвелся к первенству России. Матвей Уродовский, к сожалению, падение. 2,5 сальто вперед в полугруппировке. Рано раскрылся и, к сожалению, упал. Базовая сложность этого прыжка была 4,8 балла. Александр Брюханский на коне. Мы видим, эффектно выполняет круги Томаса. А на кольцах Дмитрий Ефимов. Бруся Айдар Исмагилов. (10,5) в квалификации, всего лишь оценку у Айдара. А Дима Ефимов справляется со своей программой. От начала и до конца ее выполняет. У меня прыжок, потому что... Прыжок у меня, алло. Справляется Айдар с программой. Я думаю, оценка будет сегодня гораздо выше. Егор Сизиков, опорный прыжок. Простой прыжок. 4,4 балла базовая сложность. Прошу прощения. 3,8 балла базовая сложность данного прыжка. На перекладине Максим Погорелов. Видим, что Максим заново залезает на перекладину. Это означает, что было допущено падение. Сейчас перелет Ткачева. Штальдер. Ноги вместе, ноги врозь. И соскок. Двойное с винтом, прямым телом. В конце подсогнулся Максим. Видим, что разочарован гимнаст. Опорный прыжок Радмир Мусаев. Интересно, какой прыжок сегодня нам покажет Радмир. 12,9 в квалификации с базовой сложностью 4,8. 2,5 винта. Сложнейший прыжок. Базовая сложность такая же, 4,8. Ну, сегодня оценка будет выше, однозначно. Тимофей Шиканов готовит брусья для своего подхода. Видим, как замазывают жерди гимнасты. Сначала замазывают либо медом, либо сладкой водой, затем магнезией. Это делается для того, чтобы было лучшее сцепление, когда спортсмен выполняет висовые элементы. Именно сцепление со снарядом. Матвей Акиншин. Опорный прыжок. 13,8 в квалификации. 4,4 балла. Базовая сложность прыжка. В квалификации в доскок приземлился Матвей. Сегодня будет оценка немножко пониже, но в целом справляется достойно, на хорошем уровне. Тимофей Шиканов. Вот как раз-таки висовый элемент. Для этого спортсмены мажут брусья сладкой водой либо медом, чтобы удержаться на снаряде при выполнении вот этих подобных элементов. Тимофей справляется. Были ошибки, но сделал от начала до конца. Семен Скрябин, Новосибирская область. Несколько раз мы с вами Семена уже видели.
А на коне Егор Пономарев, Пензенская область. Тройное сальто назад с перекладиной от Семена Скрябина. К сожалению, падение. Егор Пономарев от начала до конца справляется. Были небольшие ошибки. Мы с вами на кольцах. Савелий Саурин на вольных упражнениях. Тюменская область, Савелий Саурин. Полтора винта вперед. В доскок приземления. Элемент группы С. 2,5 винта назад. Параллельные брусья Матвей Занин. Хороший исполнитель. Сложнейшие элементы. И, к сожалению, здесь ошибка. Под жердями с поворотом, под жердями стойку. Берущий в одну жерсть. Мы видим хорошую, чистую такую линию. Красивые оттянутые ноги. Но было много, к сожалению, ошибок. И соскок двойное сальто назад согнувшись. Группа D. Сложная программа, но, к сожалению, были допущены серьезные помарки. Перемещаемся на перекладину. С перелета Гингер начинает Пузырев Александр. Необычное начало. Рослый гимнаст. Неплохо смотрится на перекладине. Чувашская республика. 10,833 тысячных в квалификации было получено. И соскок тройное сальто группировки. Блестяще выполняет. Сложнейший соскок Александр. Коновалов Егор. Удмуртская республика на снаряде конь. Борется со снарядом. Гимнаст, пока ему это удается. Есть выполненная комбинация. Да, были ошибки, согнутые ноги, но сделал от начала до конца гимнаст. Гусаров Арсений на кольцах у нас сейчас. Подъем махом назад в горизонт. Ноги врозь. Самарская область. Самарскую область представляет Арсений. А на вольных упражнениях представитель Калининградской области. Назаров Артем. Акробатические элементы, русский круг. Элемент манна.
Необычный элемент. Артем Горлов, Свердловская область. Артем Назаров завершает свою программу на вольных упражнениях. Закончил он ее достойно, выполнил, без ошибок грубых. Артем Горлов. Мы видим, что после перелета Ткачева сгибает ноги. Соскок 2 с 2. И на ноги приземляется. Спортсмен молодец. Хорошую посадку демонстрирует нам гимнаст сейчас на коне. Это Мелков Дмитрий. Очень хорошо смотрится на этом снаряде. Прошу прощения, Дмитрий Мелков, Томская область. Очень хорошо смотрится. Соскок самый простой, который может быть, но в целом программа очень достойно выполнена. У нас остается буквально несколько выступлений в рамках этого снаряда. Егор Суков на брусе у нас выходит. Хорошо владеет Егор этим снарядом. Посмотрим, как он ему сегодня покорится. По Джердиаме, к сожалению, шаги допускает. Диамидовский оборот на краях. Необычно. Большой оборот. Елисеев Леонид на перекладине. Сокомандник Егора. Как и по региону, так и в одной команде они в гимнастической премьер-лиге выступают под названием «Тигры». Егор справляется. Напомню, что на этой неделе, 9 ноября, мужчины будут выступать. Третий тур гимнастической премьер-лиги. Леонид Елисеев, к сожалению, падение на сложном перелете. Четыре матчевых встречи пройдет в это воскресенье среди мужских команд. После этих соревнований определятся пары четвертьфиналистов. И 16 ноября пройдут четвертьфиналы. Это уже будут встречи на вылет. 7 декабря, напомню, пройдет масштабный финал гимнастической премьер-лиги, как у мужчин, так и у женщин, на малой спортивной арене ЦСКА. Команды сразятся за право стать сильнейшей в этом сезоне. Приятный призовой фонд в этом году. Классная арена. 3000 зрителей вмещает данная арена. Планируется аншлаг. Поэтому приходите, следите за новостями, приобретайте билеты. Будет очень интересно. После падения Леонид Елисеев завершает свою программу, доделывает ее. Пошел на сложный перелет, рискнул, но, к сожалению, ошибся. Макар Гирев. Вольное упражнение. И сразу же падение на связке. Винт вперед, двойное сальто вперед в группировке. Два твиста с поворотом. По короткой линии 2 винта назад с рандата, 2 винта, группа С сложности, прошу прощения. 12,466 тысячных балла базовая сложность. Точнее, окончательная оценка в квалификации. Кемеровскую область представляет Макар, 2008 года рождения спортсмен.
Осталась одна диагональ. И это двойное сальто назад в группировке. Недоволен гимнаст. Конечно, было падение в начале на первой диагонали. Видим тренерский штаб Республики Татарстан. Город Владимир и город Зеленодольск. Завершается у нас этот вид. Совсем скоро мы перейдем на следующий снаряд с вами. И как раз таки будет все самое интересное. Не отключайтесь. Развязка уже будет скоро. Мы с вами узнаем, кто станет победителем первенства России 2025 года. Ринат Сагитов начинает с двойного сальто назад, согнувшись. Темповое сальто 2,5 винта назад. Бланш вперед с разбега, не очень необычно. Полтора винта вперед, а это еще не все. Концовка 2 винта назад, доскок. Мы слышим, как трибуны поддерживают спортсмена, аплодируют ему. Это очень всегда приятно. Завершается у нас соревновательная часть на этом виде. Через пару минут мы возобновим нашу трансляцию. Вы не отключайтесь, конечно. Можете понаблюдать за повторами, за прекрасными повторами. Посмотрите на эти элементы от Александра Брюханского. Вернемся через некоторое время. Грузовая компания – один из трендов развития экономики России. Масштабная филиальная сеть охватывает 15 городов на пересечении главных транспортных артерий страны. Мы вносим вклад в реализацию инфраструктурных проектов и решение национальных задач. В наших вагонах появляются грузы для доступающих отраслей экономики, социально значимые и стратегические грузы. В активе федеральной грузовой компании один из крупнейших и молодых
обеспечивая рост объема подгрузки клиентов и получение нашими партнерами дополнительных доходов. Федеральная грузовая компания обеспечивает Мы высокий с вами возвращаемся и единую в эфир. экосистему клиентских сервисов. Пятый снаряд нас ждет. И цель в области устойчивого развития тесного Уже развязка не за горами. занимается экологическими и благотворительными проектами, спортом, повышением социального благополучия и Остается буквально пару минут до окончания разминки. И мы с вами начнем соревновательную часть. Порядок выхода гимнастов на снаряде конь. Пишите свои варианты, кто же сегодня будет победителем и призером сегодняшних соревнований. Очень интересно послушать ваше мнение. Задавайте ваши вопросы. Порядок выхода гимнастов на вольные упражнения на ваших экранах. Порядок выхода гимнастов на кольцах. И 4 спортсмена продемонстрируют свои опорные прыжки. Напомню, что в квалификации гимнасты имеют право выполнить 2 опорных прыжка. Кто выполняет 2 прыжка, тот имеет возможность отобраться в финал в отдельном виде именно на этом снаряде. А на коне мы видим Костромцова Семена. Челябинская область. Также неплохая посадка у Семена. Хорошо оттягивает ноги. К сожалению, падение уже был близок к соскоку Сема. Но на проходке в русских кругах допускает падение. Неплохо смотрится гимнаст на снарядах. Нужно еще немного поработать, чтобы стабильно выполнять свои программы. Да, мы видим, что оставался всего лишь соскок.
Ну, пожелаем Семену удачи, успехов на следующем снаряде, на кольцах. Валерий Петросян. Перекладина. Смотрим. Адлер с поворотом на 180 градусов. Группа D элемент. Перелет Ковача. Группа D. Берется Валера. Два винта вперед. А на кольцах Хусейн Халилов, Новосибирская область. Большой оборот назад. Видим, как готовится следующий гимнаст. Демид Щербаков, Чувашская республика. Выйти на вольные упражнения. Демид Щербаков, вольные упражнения. Двойное сальто с винтом. Элемент группы D. Двойное сальто вперед с поворотом на 180 градусов. Акробатические элементы. 3 русских круга. Два с половиной винта вперед. Видим, что владеет акробатическими элементами спортсмен. 2 винта назад. И концовка. Это была, да, 2 винта назад. Ну, видимо, это все. Это было заключительное выступление на данном снаряде. Мы с вами уходим на небольшой перерыв, после которого вернемся и будем следить за следующим снарядом. Развязка уже вот-вот. И совсем скоро мы узнаем, кто же станет победителем. Не отключайтесь.
Возвращаемся с вами в эфир. Через некоторое время начнется следующий снаряд. Остается совсем немного. Порядок выхода на экране на снаряде «Конь» у вас перед глазами. Вот-вот нас ждет развязка. Шестой. Седьмой вид, прошу прощения уже, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, поправьте меня. Заключительный вид. И мы приступаем к соревновательной части. На следующем виде у Родовских Матвей. Перекладина. Прыжок не надо. Элемент Кольман. Хорошая высота. Перелет Ткачева. Молодец Матвей, готовится к соскоку. Тройное сальто в группировке. Поборолся и устоял. Конечно, много потеряет Матвей на этом соскоке. Много шагов сделал, но поборолся. Это самое главное, что не расслабился, не упал, а поборолся и устоял на ногах. Пономарев Егор, Пензенская область, опорный прыжок. Юрченко с винтом. Прямым телом. 3,8 базовая сложность. Артем Авласович готовится выполнить свой подход на снаряде «Конь». Судьи дают отмашку, и Артем приступает к выполнению программы. С обычного скрещения начинает Артем. Чешский круг. К сожалению, падение. Попытался выкрутиться Артем из ситуации, но, к сожалению, допустил падение. Продолжает Артем Волосович свою программу.
А Егор Сизиков на перекладине начинает свою комбинацию. У Артема не получается соскок. Нужно будет его отдельно, конечно, переделать. Необычный соскок за ножку выполняет Артем Обласович. А Егор Сизиков также уже подходит к своей концовке. 2 бланша с винтом. Расстроен спортсмен. Была допущена ошибка. Коновалов Егор. Опорный прыжок. Этот прыжок мы с вами уже видели очень много раз сегодня. Цукахара прямым телом с винтом. Скрябин Семен, Новосибирская область. Начало двойное сальто назад, согнувшись. И его сокомандник Хусейн Халилов на опорном прыжке. Также представитель Новосибирской области. Семен Скрябин пока удачно справляется. Хорошая программа. Хусейн Халилов выполнил наш любимый с вами опорный прыжок. Цукахара с винтом прямым телом. А на снаряде конь Кирилл Певцаев. Амплитудно Кирилл вращается вокруг коня. И практически одновременно завершают оба спортсмена свои программы. Без падений оба они выполнили. А у нас на очереди Радмир Мусаев. Заключительный выход гимнастов на помост сегодня. Сейчас нас ждет самое интересное. Радмир Мусаев, Пиатти в перелет. Ткачева ноги вместе и отдельно делает перелет Ткачева ноги вместе, согнувшись. Берется прямо на грани. Здесь вытаскивает Радмир. Конечно, будет много сбавок. Поборолся спортсмен, остался соскок. Мы слышим, как весь зал, буквально весь зал поддерживал Радмира. Ну, браво, браво, Радмир. Насколько я помню, без падения он сегодня прошел все снаряды. От начала и до конца выполнил, за что большое спасибо. Отличный тренер Радмира. Сейчас сразу по горячим следам разбор полетов. Кого же нам покажут следующего? Дмитрий Ефимов. Параллельные брусья. Оригинальное начало, перескок с подъемахом вперед. Элемент типпельт.
Соскок, двойной сальто назад, согнувшись. Драник Нагопетян выходит на свой заключительный снаряд. Конь. Скрещение с поворотом. Русский круг. Элемент сон. Сложнейший элемент. Хорошая программа у гимнаста. Ну, молодец, Андраник, блестяще справляется, очень достойно. На перекладине у нас один из братьев Акиньшиных. Сейчас поймем, кто это. Матвей Акиньшин. Посмотрите на амплитуду, на высоту перелетов. Смотрите, как высоко взлетает над перекладиной Матвей. 2 перелета ткачевых он выполнил. В квалификации блестящая оценка. 13,466 тысячных балла. Адлер на 360, Адлер на 180 градусов. Сложная программа. Чешские обороты, прошу прощения, выбив стойку и соскок. В квалификации была базовая сложность 5 баллов ровно. И соскок с хорошим приземлением. Достойно завершает свои выступления сегодня Матвей Акиньшин. Были сегодня падения, но заключительный снаряд от начала до конца очень уверенно сделал Матвей. На кольцах Сагитов Ринат показывает нам свою программу. Молодец, Ринат справляется, сделал, выполнил свою программу. И сейчас может немножко выдохнуть, так как свои выступления на сегодня он завершил. Представитель Свердловской области у нас сейчас на вольных упражнениях. Артем Горлов. Параллельно на правом экране вы можете увидеть Даниила Смирнова. В начале эфира я говорил, что у него травма спины. То ли во время соревнования она образовалась, то ли уже была. К сожалению, не всю сложность мы видим делает Даниил, не выполнил перелеты. Остается у нас совсем чуть-чуть, несколько выходов, после которых мы узнаем победителя первенства России в абсолютном первенстве. А сейчас Костромцов Семен на кольцах. Подъем махом назад, горизонт, ноги вместе, хороший силовой элемент. Видно, что владеет силовыми элементами Семен. Спичак, ноги врозь. Большой оборот вперед. К сожалению, падение. Не устоял в стойке, раньше времени пошел в отодвиг и
Упал Семен на соскоке. Очень неожиданно. Леонид Елисеев готовится к вольным упражнениям. Тимофей Акиншин готовится к выполнению упражнений на перекладине. Для начала мы посмотрим на Леонида Елисеева, представитель Владимирской гимнастической школы. И сразу с падения, к сожалению, для Леонида. Мы посмотрим, что нам покажет Тимофей Акиншин на перекладине. Поборолся Тимофей. Адлер на 360, Адлер на 180. Перелет Ткачева. Ноги врозь. Чешские обороты. Эффектно. И остается соскок. Достойно завершает свои сегодняшние соревнования Тимофей Акиншин. И есть ощущение, что именно Тимофей станет победителем сегодняшних соревнований в абсолютном первенстве. Мы видим, как его все поздравляют. Тимофей прошел от начала до конца все снаряды без грубых ошибок, с блестящими комбинациями, со сложными комбинациями. Мы совсем скоро сможем подтвердить эту информацию, но, на мой взгляд, Тимофею сегодня не было равных. Мы видим, судейский корпус ведет свою работу. Также представитель Владимирской гимнастики, Владимирской школы готовится выйти на вольные упражнения. Сразу разбор полетов. Братья Акиншины со своим тренером. Еще у нас соревновательная часть не закончена. Дмитрий Суходольский, вольные упражнения. Готовится выйти, продемонстрировать. Хорошая оценка у него была в квалификации. 13,166, а на кольцах Никита Одинцов, Самарская область. Внимание, вольные упражнения и кольца. Пока у ребят все получается. Никита Одинцов уже сделал соскок 2 с 2 и завершил свои сегодняшние выступления. Дмитрий Суходольский еще на ковре. 3 винта назад. И еще одна диагональ. Посмотрим, какая акробатическая связка это будет. Это двойное сальто назад согнувшись. Устоял на ногах Дмитрий, но нашагал, конечно, нашагал и вылетел за ковер.
Соревновательная часть подошла к концу. Можем понаблюдать за повторами, за моментами, которые мы сегодня с вами наблюдали в прямом эфире. Напомню, что завтра, 7 ноября в 12:00 состоится первая часть финальных соревнований в отдельных видах гимнастического многоборья, вольные упражнения, конь и кольца у юниоров и юношей. И 8 ноября также в 12:00 мы приглашаем всех для просмотра заключительного дня первенства России, где гимнасты будут бороться за медали в отдельных видах на опорном прыжке, параллельных брусьях и перекладине. Уже на следующей неделе стартует первенство России среди юниорок. Также следите за новостями, будут вестись прямые трансляции всех соревнований, всех финальных соревнований. Ну а сегодня мы в ожидании окончательных итогов. И кто же сегодня у нас победит, очень интересно. Какая же будет настройка призеров? А мы с вами видим окончательные результаты. Тройка призеров. Первое место Тимофей Акиньшин. Второе место Радмир Мусаев. И третье место Матвей Акиньшин. Поздравляем победителей и призеров. Два брата на пьедестале. И Радмир Мусаев. Второе место. Вы можете посмотреть на восьмерку сильнейших. Валерий Петросян 4 место, 4 балла не хватило ему до 4 балла и 0,2 до 3 места. По сумме 2 дней определялся победитель. Мы видим, что Тимофей Акиньшин с большим отрывом вырвался вперед и не оставил шансов своим соперникам. Радмир Мусаев также стабильно прошел 2 дня и занял свою вторую позицию, серебряную медаль. Ну а Матвей Акиньшин сегодня пусть допускал и падения, но за счет своих сложных комбинаций, за счет базовой сложности за 2 дня завоевал себе право стоять на пьедестале почета, бронзовая медаль. Поздравляем всю владимирскую гимнастику. 2 представителя города Владимир, 2 брата сегодня встанут на пьедестал. А также Радмир Мусаев, представитель Республики Татарстан, город Зеленодольск. Поздравляем вас с этим успехом. Ну, конечно, благодарим всех участников за сегодняшние соревнования, за то, что все боролись, спортсмены, показывали хорошую гимнастику. Я думаю, что всем вам было очень приятно посмотреть на соревнования среди юниоров, кандидатов и мастеров спорта. Остаются считанные минуты до церемонии награждения. Оставайтесь с нами. Мы видим, что Матвей Акиньшин проиграл совсем чуть-чуть, чуть более 1/10. Конечно, были шансы сегодня
забраться и повыше, так как были падения у Матвея. Но в любом случае спасибо всем ребятам за борьбу. Очень жаль, что Даниил Смирнов не смог побороться за высокие места сегодня. К сожалению, травма спины не позволила продемонстрировать все, на что он действительно способен. Но пожелаем Даниилу здоровья, самое главное, и поскорее вернуться в строй. Поздравляем личных тренеров Тимофея и Матвея Акиньшиных. Это Тикунов Алексей Александрович. Ну, конечно, присоединяемся к поздравлениям всех причастных, всех родных и близких Тимофея и Матвея, весь город Владимир. Также поздравляем личного тренера Радмира Мусаева. Это Хисамов Ильгиз Мансурович. Большое вам спасибо за вашу работу, за преданность делу. Также мы поздравляем всю Республику Татарстан с этим прекрасным результатом. Дорогие друзья, в скором времени начнется церемония награждения победителей и призеров в абсолютном первенстве на первенстве России по спортивной гимнастике 2025 года. Вы можете оставаться, конечно, понаблюдать за церемонией награждения. Напоминаю, что завтра и послезавтра в 12:00 финальные соревнования на новодельных видах. Обязательно присоединяйтесь, смотрите. Лучшие спортсмены на всех снарядах выйдут и будут бороться за звание сильнейших. Очень много гимнастики завтра будет. Очень классная гимнастика, сложная, красивая. Поэтому мы всех ждем в 12:00 здесь же. Присоединяйтесь. А сегодня с вами за просмотром этих соревнований
был чемпион России по спортивной гимнастике Виктор Британ. Спасибо вам, что вы были сегодня с нами. Надеюсь, вам все понравилось. До новых встреч. До свидания.
Дамы и господа, приступаем к награждению победителей и призеров. Личного награда за участие выступающего в программе «Мастер спорта». В церемонии награждения принимают участие председатель Всероссийской коллегии судей, судья Вильям Игоревич Чалый. Среди участников выступающей программы «Мастер спорта» третье место занимает и награждается бронзовый медальон Валерий Ренессанса. Второе место занимает и награждается серебряный медальон Матвей Алишин, Владимирская область. Победителем личного награды становится Тимофей Алишин, Владимирская область. Для награждения приглашается тренер победителя Валентин Скоровский. Дамы и господа, на этом церемония награждения победителей и призеров еще наградой завершена. Мы поздравляем спортсменов и тренеров с полученными наградами, а также благодарим всех участников за прекрасное выступление и зрелищную борьбу. Внимание, просьба победителям и призерам подойти к судейскому столу в воду упражнений. Уважаемые победители и призеры, просьба подойти к судейскому столу вольных упражнений.
Thank you.